Скажите, а вы сдаете отходы на переработку? Нет, не всегда это. А почему? Мне кажется, что иногда это все выбрасывают в один бак. И поэтому это не перерабатывается? И поэтому, да, нет смысла, это не перерабатывается. Спасибо. Окей, ты знаешь, куда ты едешь, собственно? Знаю. На мусоросортировочный завод. А ты что ожидаешь увидеть? Я ожидаю увидеть, правда ли сортируют мусор или его, не знаю, сбрасывают в одну общую кучу. Вот, первоначально вот линия сортировки, вот она перед вами. Вот вас запустили не через эти ворота. Саша, открой, пожалуйста, ворота, мы сейчас покажем. Это тот приемный бункер. Да, на сейчас- эту сейчас сортировочную проведем, линию да, сейчас. попадают отходы как раз-таки из приемного бункера. Транспортерная лента поднимается наверх, она сцепляется на вторую транспортерную ленту. Очень важно понимать, что сортировка все равно ручная, несмотря на наличие ленты. Значит, канистры мы складываем. Это у нас белый ПЭТ идет вот сюда. То есть таким образом идет сортировка. Да, значит, вверху стоят, должно стоять 4 человека, 4 оператора, ну, сортировщика. Внизу, значит, там сделаны специальные окошки, отверстия, вешаются мешки или ставится какая-то тара, то есть человек сортирует, оно падает, когда скапливается, отцепляет, и уже другие работники укладывают это в пресса. Здесь вот стоят работники, которые занимаются сортировкой. Вот. То есть у каждого под одной рукой, под другой есть окна, которые он кидает, значит, определенную фракцию. Вот сейчас линия у нас работает примерно на 24 фракции. То есть по 12 на оператора. Таким образом, все вот эти горы, это все отбирается руками. Поэтому очень важно думать о том, что вы сдаете и как вы это сдаете. Не поленитесь, ополосните, людям будет легче это отбирать. Лиза, нам привезли кучу тетрапака, там все в молоке. Действительно, все было в молоке, ну то есть это достаточно проблема. Это не, нет моечной линии. И у переработчиков не у всех есть моечная линия. А вот насчет экологичного образа жизни. Вот вы сказали, что стараетесь максимально экологизировать свой образ жизни, а если это получается дороже, это проблема для вас? Но это же мой выбор. Но на самом деле это не дороже. Это не дороже. Я Это тоже наоборот не считаю, дешевле, что это потому что дороже. первый шаг к экологичной жизни, ты думаешь, от чего отказаться. И, соответственно, ты очень от многого отказываешься, что, например, нельзя сдать там переработанный же. Ты меньше потребляешь каких-то чипсов, шоколадок, потому что эти упаковки довольно сложно сдать переработку. Ты делаешь хорошо и своему кошельку, и своему здоровью, получается. Ты идешь в магазин и задаешь вопрос, действительно ли мне это надо. Я в любом случае за адекватность. И, например, есть вещи, от которых там я не готова отказываться. Даже я понимаю, что экологично. Сыр, он весь в семерке. Я не готова отказываться от сыра. От слова совсем. Вы еще сказали вот про шестерки, пятерки, что это такое? Это маркировки, да, это маркировки. Да, они написаны в упаковке. Они в треугольничках стоят. Да. А у кого была бутылка? А на самом деле по эту бутылку можно определить вот по такой вот пупырке внизу. То есть, соответственно, 1, 2, 4, 5. Это маркировка, которую нужно смотреть, которую нужно находить и сдавать отходы. Начать нужно с малого, с тех фракций, которые перерабатываются возле дома, с двухпоточной системы и добрые крышечки, батарейки, там электронный лом. Все. То есть обязательно вот эти с этого начнете, а дальше тяньтесь. Сами будете спорить, какая бутылка экологичнее. Вот это все было сдано в один контейнер. Просто контейнер был правильным, поэтому сейчас оно здесь рассортируется и попадет в правильные фракции. После этого бутылки дробятся и как раз моются и разделяются вот водой, как Лиза уже начала вам рассказывать, то что всплывают крышечки, оседают сами бутылки. И потом уже ветром, аэрофлотацией отделяются этикетки и отдельно перерабатываются. Получается, отдельно перерабатываются крышечки, флаконы, пэт-бутылки и этикетка. И из этого делаются разные вещи. Перерабатывают батарейки, что с ними делают? Из главных минусов это сортировка происходит до сих пор вручную, то есть все батарейки на солевые, щелочные и так далее, и на никелевые ионные аккумуляторы, все они разбираются вручную.
которые наши аккумуляторы из телефонов, они имеют свойство воспламеняться, поэтому их перерабатывать немножко отдельно, без использования кислорода. Но в целом процесс одинаковый. Отделяют отдельно пленку, отделяют отдельно резинку, отделяют отдельно металлы. Батарейка перерабатывается на все 100%. А будучи выкинутая в обычную мусорку, она начинает отравлять почву на все свои 100%. Все начинает раскладываться. Переработать можно все, нужны объемы. Делают и одежду из переработанных материалов, и детские площадки. Огромное количество всего делают. И металлические какие-то конструкции. Просто проблема в том, что нет хорошего, качественного сырья. Мы не можем жить для того, чтобы сортировать отходы. Это важно понимать. Мы хотим сделать природу лучше, и мы можем сделать все, что в наших силах. В наших силах поесть, ополоснуть и положить в нужный контейнер. Все. Интересные вещи, но не знаю, случайно кто-нибудь что-то выкинул, и если вы... Да, были, это еще до меня были. Например, с французского посольства приехало 5 золотых монет. А себе можно забрать или надо возвращать? Ну, вообще мы возвращаем. Скажите, а сколько вообще по времени? Вот сколько так стоит человек, сортирует? Ну, смотрите, вообще рабочая смена у человека 8 часов, ну, как обычно. То есть час перерыв на обед, да. И через каждые 1,5 часа он спускается, ну, потому что трудно стоять. То есть, чтобы размяться, там, пойти. Кто, конечно, мы против курения, но некоторые люди курят. То есть пойти покурить или попить чай там, или кофе. То есть примерно каждый час-1,5 человек спускается, там, выходит на улицу, чтобы размяться, потому что стоячая работа в статическом напряжении очень тоже как бы трудная. А можно нескромный вопрос? Да. Сколько получают люди за такую работу? Сортировщик? Да. То есть за рабочую смену он примерно получает, если он уже опытный, то где-то около 2000 за смену. Сколько зарабатывают люди на таких, собственно, лентах? Сколько они зарабатывают, мы не знаем, но была прекрасная история, как женщина нашла крышечку с выигрышным номером и выиграла машину. Так что она заработала машину. Собственно, что ты думаешь о сортировке сейчас? Поменялось ли что-то в твоих глазах? Я думаю, что да, поменялось. Я поняла, что действительно есть куда сдавать, как это происходит, и что это действительно работает. И я думаю, что теперь я буду еще с большим желанием сортировать мусор. Супер! Вообще, мне кажется, что люди не хотят поддерживать это все, потому что они думают, что, вот я выброшу сейчас мусор в правильную колонку, и как бы что-то из этого изменится, я вложу такой малый вклад, но, если это будет делать как можно больше людей, то получается, будет гораздо пользы. А у вас был фантик вот такой, батончик, от него остался фантик. Сам батончик, если остался в прочее, фантик, пожалуйста, вот в этот пакет. Дальше. Мастер-класс, как складывают пакеты. Смотрим все очень внимательно, очень важно. Если у вас была вода, то крышки отдельно вот в этот бак. Бутылку сворачиваем, именно сворачиваем, выливаем воду в туалете, сворачиваем и кидаем вот в эти баки. Они из переработанной бумаги, будут ответные, так что давайте, Без маски можно? Раз. А где текст, который я должен говорить? Здесь было 109 коробочек. Да. Улыбочку.